Амада не убьет, как я и говорил в обзоре и озвучке на 70-ю главу. Это было очевидно. Новый Кода без ограничителя оказался не такой крутой, как мы себе представляли. Вышли спойлеры и, в общем-то, сам пересказ 71 главы манги Боруто. Но сейчас, как и в обзоре по 70 главе, мы пройдемся по основным и самым интересным моментам этой главы. А как глава выйдет полностью на русском, я выпущу ее в озвучке от начала и до конца. Название 71 главы переводят по-разному. Назойливое бельмо, назойливый человек, неприятный человек, неприятности. И еще один более близкий к вероятности вариант названия мне подсказал мой товарищ, который шарит за японский. Он сказал, что там написано «нарушитель». Какое название вам больше нравится, напишите в комментариях. Лично мне больше зашло обоссанный Кода. Почему именно оно, сейчас вы узнаете. Глава начинается с того, что Кода собирается замахнуться на Амада, а Эйда и Дэймон наблюдают за этим. Кода прощается с Амада, но в этот момент Амада начинает обращаться к Эйде и говорит, что хочет рассказать что-то важное про Каваки, и вот пошел сюжетный сейф Амада. Кода внезапно останавливает свою атаку. Оказывается, не по своей воле. Это Эйда активировала свой глаз. Амада пытается донести, почему Каваки является неким козырем в его руках, и что на самом деле задумала Каноха, и как использовала его самого. Кода говорит, что Амада пиздобол и просит Эйду не слушать этого манипулятора, но Эйда резко как бы затыкает Кода, но Кода решительно настроен проткнуть насквозь Амада, называя его также виновным в смерти Ишики, хотя он непосредственно не видит его участия. Короче говоря, Кода просто доебался. Затем мы перемещаемся в Каноху. Наруто, Саски, Каваки и Шикамару разбирают данные, что нарыла разведка. Наруто задает много вопросов Шикамару, а Саски очень заинтересован Эйдой. Он хочет знать, является ли она, как и Кода, андроидом Амада. На что Шикамару отвечает: «Я не знаю всех подробностей, но Амада недавно говорил, что она была среди киборгов, от которых избавились. Их было несколько, и они намного превосходили Джигена по силе, и Эйда одна из них. Амада даже удивился, что она существует, и, как я понимаю, Кода ее союзник». Но Шикамару больше волнует, что помимо Коды и Эйды есть еще и третий чувачок. Саски после такого, естественно, в ахуе. Они чуть от Джигена не откинулись, а тут еще и бригада, которая превосходит Джигана. Ужас. Сцена снова переключается на Дэймона, Бага. Баг — это, если еще, тот самый дедочек. Кода, Эйду и Амада. Настроение Дэймона резко меняется, и это замечает Эйда. Она благодарит Кода, что он освободил их, и именно поэтому она помогла Кода восстановить его силы. Но дальше Эйда начинает базарить ему вот что. Но теперь, когда с этим покончено, я решила покончить с тобой. Это конец. Кода в ахуе. Он теряет дар речи. С пылу с жару начинается любовный роман, и он признается Эйде в любви и спрашивает, разве ей не нужна его сила, а Эйда отвечает, что нет, так как ей не нравится, как он действует, и что Кода ведет себя крайне эгоистично. Далее Эйда говорит: «Твои чувства — это просто ложь. Я сыта по горло тобой». Дэймон добавляет, чтобы Кода не особо волновался о ней, так как он все равно защитит свою сестру. Кода спрашивает, почему она не хочет замутить любовный треугольник и иметь двух рыцарей, а только одного. Что? Подождите секунду! Затем Кода извиняется перед Дэймоном и хочет узнать, кто на самом деле из них двоих является неприятностью или нарушителем. Тут вопрос опять же к переводу. Скорее всего, это название главы, типа назойливое бельмо. Ну короче, надеюсь, вы поняли смысл. Оценивая себя сильнее Ишики, Кода намерен сразиться с Дэймоном. И тут начинается веселуха. Кода распространяет свою белую карму через левый глаз. Он быстро набрасывается с левой стороны Дэймона. Его правый коготь готов нанести удар, однако Дэймон исчезает. Затем он внезапно снова появляется в воздухе прямо над Кода. Он ударяет Кода правым кулаком прямо об землю. Затем Дэймон влетает обеими ногами прямо в спину Кода. Кровь хлещет изо рта Кода, но внезапно Кода испаряется. Вместо него только одна полоска его метки когтя осталась. И тут Кода вновь появляется прямо над Дэймоном. Но Дэймон на язычах контратакует, пнув Кода левой ногой. Кода прижат к стене. Дэймон говорит: «Как так-то? Похоже, ты определенно сильнее Джигена и Хокаге, и того Учиха. Они тебе не ровня. Но кто на втором месте или третьем, мне не важно. Главное, что я на первом». В момент этого разговора Дэймон смотрит в пол, и это позволяет Кода отступить через метку. Эйда активирует глаз. Эйда говорит: «Ты убегаешь?
Я не против. Вслед за тобой не погонюсь. Не будешь назойливым бельмом, на то мы сочтемся. И думаю, ты понимаешь, что я все вижу. Вне зависимости от ситуации я тебя убью. Кода отвечает ей. У меня есть долг, который я должен выполнить. Это то, что я унаследовал от Ишики, волю Оцуцуки. Я собираюсь развивать древо и получить плод чакры на этой планете. Затем я поглощу этот плод и стану новым Оцуцуки. Как только я стану Оцуцуки, то больше не смогу попадать под твои чары. Этот момент должен стать первым в моей жизни, где я наконец-то смогу понять, каковы мои истинные чувства. Дэймона подзаебало это, и он бросается прямо на Кода. Он пытается нанести еще один удар, но безрезультатно. Бак комментирует увиденное. Затем Кода сваливает, подхватив с собой Бака. В это время Эйда и Амада общаются. Эйда называет Амада осторожным и хитрым человеком, который искусно сумел разлучить ее и Дэймона при помощи Кода. Амада предлагает загрешиться. Эйда не называет себя частью команды, ведь ей было просто любопытно. А за то, что Амада наебал, она готова замочить его. Амада говорит: «Каваки, это мой козырь. Я не блефую. Это правда». Внезапно Дэймон запрыгивает прямо на плечо Амада. Дэймон хватается за башку и плечо Амада. Дэймон заставляет Амада рассказать все до конца. И тут Амада выдает: «Каваки восстановил свою карму и одновременно унаследовал способности Ишики. Его сила будет продолжать расти и становиться все мощнее. Но с другой стороны, теперь у нас есть Каноха и Хокаге. В настоящее время ситуация такова, что нет никого, кто мог бы контролировать силы Каваки. Никто, кроме меня. Я единственный, кто может аварийно отключить Каваки, потому что шарю за специальное слово. Сейчас Каваки несет ответственность за Каноху и наоборот. Но дело не в том, что Каваки не несет ответственность перед другими деревнями. Каваки – самая важная проблема для Канохи прямо сейчас, и поэтому у них нет другого выбора, кроме как положиться на меня». Эйда отвечает: «Твоя сильная сторона – разжечь драму, а затем присвоить себе заслуги в ее разрешении. Более того, почему ты не добавил ту функцию в Каваки с самого начала?» Амада отвечает: «Потому что Джиген не позволил бы мне этого сделать, когда его драгоценный сосуд имел бы такую функцию». В разговор вступает Дэймон и начинает угрожать Амада. Эйда говорит: «Если с тобой будет Дэймон, ты сможешь справиться с силами Каваки. То есть Каноха может решить положиться на нас, на брата и сестру». Амада отвечает: «Функция остановки Каваки для меня не более чем страховка. Эта функция нужна для защиты моего положения в деревне. Моя настоящая цель – это нечто иное. И для достижения этой цели мне нужна карма Каваки». Это длинная история, и нам нужно обсудить это с жителями Канохи. Так почему бы нам не обсудить детали, когда мы прибудем в деревню?» И тут Эйда говорит: «Ты про приглашение от Шикамару-куна?» Эйда начинает сильно краснеть. Амада пытается успокоить ее. «Не волнуйтесь, я буду посредником и все устрою, хотя мне придется многое объяснить насчет Дэймона». И далее сцена переходит к Кода и Баку, которые бродят где-то в пустыне. Короче, там какой-то песчаный ландшафт, хер знает что за место, но Кода говорит вот что: «Это вина Каваки. Все произошло из-за него, из-за этого ублюдка. Почему он был сосудом? Почему я такой бесполезный? То же самое и с Эйдой. И я убью их всех. Обязательно сделаю это своими руками. Я разрушу все, и людей, и все, что ему дорого. Я уничтожу каждого из них, и Хокаге, и его друзей, и всю деревню». И на этих словах заканчивается 71 глава. Конечно, в полноценной главе мы увидим что-то еще, но это были основные события данной главы. Глава, как по мне, снова получилась интересная и концовочка довольно интригующая. Но есть одна неприятная новость. Концовочка-то интригующая, вот только 72 главу мы увидим аж в августе, потому что манга берет месячный перерыв. Вот как-то вот так вот, официально, если что. Ну а в целом еще в этой главе меня удивило, что как бы силу Кода, как бы до этого представляли невероятной какой-то, якобы сняв свои оковы, он будет сильнейшим. А оказалось, что для пиздюка он вообще как никто и ничто. Обидно немного за Кода, но знаете, если так посмотреть, это один из немногих антагонистов, кого постоянно все, кому не лень, попускают. Фишка в том, что он постоянно проигрывает, он одержим чужой целью и в целом беспомощен и страдает от этого. Если бы ему еще нормальную предысторию сделали, то было бы уже как бы необычно круто, но в целом
В целом, если реально добавить вот предысторию, я считаю, что в этом что-то есть и с этим можно работать. С этими фишками Кода становится интересным и не банальным персонажем тайтла, за судьбой которого хочется наблюдать. А с вами был Ганзи. До скорого.